Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Сегодня я хочу упомянуть фразы, которые нельзя говорить мужчине, если женщина дорожит отношениями с ним. Конечно, проявлять деликатность не помешает никому. Строя отношения с людьми, мы иногда настолько расслабляемся, что перестаем думать, что именно и как мы говорим нашим близким. Случайно оброненные фразы портят жизнь и отношения, поэтому пословица про слово «вылетающее воробьем» всегда остается актуальной. Постоянное стимулирование самооценки мужчины – главное правило успешных отношений. Поддержка и сочувствие творит чудеса, а некоторые резкие фразы способны перечеркнуть все старания. Так что же это за фразы, которые способны убить любовь мужчины и могут разорвать отношения? Итак, предлагаю вашему вниманию 25 фраз, которые лучше не говорить своему мужчине. Это ты во всем виноват. Даже если кошка осталась голодной по вине мужа, или вы наворачиваете пятый круг по городу из-за того, что он забыл нужный адрес, это не повод показывать пальцем и обвинять. Будьте умнее, не подливайте масло в огонь. Дождитесь, пока страсти улягутся, и тогда без эмоций обсудите, что можно сделать, чтобы ситуация не повторилась. Ты не моя мама. Обычно так говорят, если партнер слишком заботливый, постоянно опекает и контролирует. Но последним, кем хочет быть любимый человек в ваших глазах, это родителям. Уважайте его чувства и не обижайте, ведь это забота из лучших побуждений. Давай я покажу, как надо. Каждому человеку приятно чувствовать, что свои дела и проблемы он может решить сам. Подсказки под горячую руку, а тем более ставящие под сомнение авторитет и бьющие по самолюбию, огорчают и ранят. Они как бы говорят: «Ты некомпетентен, я все сделаю лучше». Если у вас есть идеи, лучше скажите: «У меня есть предложение, хочешь, я расскажу?» Все, я развожусь. После того, как вы скажете эти слова, дороги назад не будет. Вы не сможете это изменить. Это та тема, которую вы никогда не должны поднимать, если, конечно, любите и хотите сохранить отношения и брак. Я всегда все делаю сама. Так часто говорят представительницы прекрасного пола. Они могут проводить весь день дома, ухаживая за детьми или делая по списку рутинные дела. Но все же, пока ответственность за материальное благополучие лежит на мужчине, эта фраза будет преувеличением, а потому проблемы не решит. У меня на это нет времени. Если любимый человек приглашает в кино, на дискотеку или в ресторан, нужно соглашаться. Каждая свободная минута – идеальное время для близости и взаимности. Многие пары отвыкают друг от друга, потому что им некогда работать над отношениями, и когда время наконец-то появляется, оказывается, что общих дел уже нет. Ищите время, чтобы стать ближе своему партнеру. Ты делаешь из мухи слона. Какой бы ничтожной вам ни казалась проблема любимого человека, не стоит обесценивать его чувства. Сказать «разве это проблема?» на самом деле легко. Гораздо сложнее оказать поддержку и помочь. Настоящий мужчина так бы не поступил. Кто такой настоящий мужчина, сегодня никто не знает. И что он должен делать или не делать, тоже. Поэтому вряд ли стоит стыдить своего партнера, полагаясь на убеждения и представления о том самом настоящем. Лучше рассказать, что вы ожидаете от него и как бы вам хотелось бы, чтобы он поступил в конкретной ситуации. А я говорила. Забудьте об этой фразе навсегда, даже если вы действительно говорили. Нет человека, который бы никогда не ошибался. Каждый имеет право поступать так, как считает нужным в данный момент. И если решение будет принято ошибочно, жизненный урок не заставит себя ждать. И в этом нет ничего плохого. Все это опыт, который, как говорят, приходит с годами и делает нас мудрее. Если бы ты меня любил, ты бы сделал это. И далее список из 10 пунктов. Манипулировать любимым человеком – идея откровенно плохая.
Рано или поздно наступит момент, когда мужчина проявит свой характер и расскажет все, что он думает о завуалированных ультиматумах. И тогда ссоры не избежать. Но разве вы этого добивались? В твоей семье все неудачники. Как бы вам ни нравились ближайшие родственники вашего мужа, давать оценку их личностям и поступкам может быть чревато. Семья – это святое. Даже если сегодня сын обижается на мать, завтра он может обижаться на вас, если вы скажете что-то плохое о женщине, которая его родила и воспитала. Не забывайте об этом. Держите нейтралитет. Ты меня не понимаешь. Этой фразой могут прикрываться люди, которые сами не могут себя понять и объяснить, почему они так поступили, а не иначе. Это удобная формулировка, которая позволяет не искать логику в поступках и вовремя закончить разговор. Но если она звучит слишком часто, рано или поздно наступает момент, когда понимать ничего не хочется, и единственный выход – разорвать отношения. А вот мой бывший чинил полочки по первому требованию, мчался на другой конец города, чтобы забрать с работы, и покупал каждую пятницу цветы. Не имеет значения, что и как делал бывший мужчина в жизни женщины. Гораздо важнее то, что она чувствует к нему сейчас. Постоянно вспоминая прошлое, женщина заставляет своего мужчину думать, а закончились ли эти отношения, или почему она постоянно мне говорит о нем. «Как мне надоели твои друзья!» Эта фраза хотя бы однажды, но вырывалась из уст каждой женщины. Друзья любимого человека не всегда воспринимаются положительно, ведь они крадут самое ценное – его время, которое он мог бы потратить на любимую женщину. Но объявляя этим проходимцам войну, женщина заведомо обрекает себя на проигрыш. Поэтому не ругайтесь, а попробуйте договориться. Мужчина вряд ли откажется от общения с теми, с кем давно и прочно дружит. Ты помнишь, какой сегодня день? И эта фраза может загнать в угол даже педантичного человека, у которого все по расписанию, по линеечку и строго по правилам. Регулярно заставляя партнера угадывать и перебирать значимые и малозначимые даты, можно сильно поругаться. Но даже если любимый человек забыл какой-то момент из вашей жизни, это не повод для укоров и тем более игра в молчанку. Ты не умеешь целоваться. Это довольно обидная фраза, и говорить так – фатальная ошибка. В конце концов, важно не то, как целует партнер, а о чем он в этот момент думает. Все остальное – дело практики. Сколько женщин у тебя было до меня? На этот вопрос нет правильного ответа. Любой будет проигрышным и может обернуться расставанием. Для одного важно отсутствие опыта в интимной сфере, а для другого – умение раскрепоститься и желание повторить любой эксперимент. Не спрашивайте партнера о высших. Лучше сделайте так, чтобы вы были всегда любимым и желанным настоящим. Не будешь делать, как я хочу, заведу любовника. Словесные манипуляции и шантаж еще никому не принесли счастья. Если вы пытаетесь влиять на партнера, шантажируя его тем, что уйдете к другому, то в конце концов потеряете любимого навсегда. Кроме того, после таких заявлений ваш партнер вряд ли сможет полностью доверять вам, станет более подозрительным, ревнивым и осторожным. А более впечатлительные люди могут подумать, что у вас уже кто-то есть. Тогда отношения просто обречены на провал. Ты меня не заслуживаешь. Завышенная самооценка – бич современных девушек. Насмотревшись мотивирующих фильмов и пройдя несколько курсов по формированию самооценки, женщины теряют чувство реальности. Если вы действительно красивая, успешная и образованная, с приличным достатком, то смело уходите и ищите своего мужчину. Если же большинство ваших заслуг надуманные, то спуститесь с небес на землю и посмотрите еще раз на партнера. Этого человека выбрали именно вы.
Мимимишки тоже противопоказаны. Некоторые женщины впадают в другую крайность. Постоянное использование уменьшительно-ласкательных слов. Конечно, любимому мужчине приятно слышать в свой адрес нежные слова, но только в интимной обстановке, где кроме вас больше никого нет. А вот всяческие зайчики, котики, солнышки в рабочее время могут поставить мужчину в неловкое положение перед коллегами или вовсе вывести из себя. Ты бестолковый, размазня. В запале брошенные слова деморализуют противника. Когда хочется это выкрикнуть, полезно остановиться и вспомнить, что вы не на поле боя и что перед вами не противник, а избранник. Можно ответить себе на вопросы. Что нас в это место привело? Почему мне сейчас хочется обозвать его покрепче? Что меня так задело? И поговорить спокойно, чтобы прояснить обстановку. Я так и знала, что ты неудачник. С этого момента можете перестать ждать от него каких-то успехов в карьере и бизнесе. Хотя иногда подобными фразами, казалось бы, можно подстегнуть к великим свершениям. Но чаще это происходит благодаря самостоятельному усвоению неудачного результата, анализа ошибок и присвоения полученного опыта. Ты меня любишь? С точки зрения девушки, это совершенно нормальный вопрос. Но не все мужчины любят говорить о чувствах. Некоторые вообще не считают нужным озвучивать их и считают, что дел достаточно, чтобы доказать свою любовь. Ведь он уже живет с девушкой, возможно, делит с ней домашние дела, решает по мере возможности ее проблемы. Ты увлекаешься какой-то ерундой. У каждого свои увлечения. То, что нравится одному, может не нравиться другому. Под одной крышей могут жить люди с совершенно противоположными интересами и искренне не понимать друг друга. Но любое увлечение имеет право на существование, так как оно становится частью личности. Ты мог бы зарабатывать побольше. Финансовый вопрос – непростая тема почти для всех. Нет человека, который отказался бы от дополнительного заработка. Но иногда обстоятельства складываются так, что возможности сменить работу и увеличить доход не находится. Напоминание об этом совсем не способствует душевному равновесию. Относитесь друг к другу с пониманием, уважением, вниманием и заботой. И самое главное, будьте позитивными в ваших отношениях. Важно находить общий язык и точки соприкосновения. Важно учиться понимать друг друга и подбирать правильные слова, чтобы донести свои мысли. И тогда ваш партнер непременно ответит вам взаимностью. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.